Всем привет, друзья! Вы на канале Финшоп полезный и не очень. Сегодня ко мне пришла интересная посылка с довольно неплохим смартфоном по характеристикам. В этом телефоне есть все: NFC, огромный аккумулятор, большой экран, и стоит он довольно-таки недорого. Прямо сейчас можно купить этот телефон в районе 8-9 тысяч, плюс-минус, как повезет, в зависимости от конфигурации памяти. И вот мне удалось урвать этот телефон по довольно неплохой цене, решил его выложить у себя на канале. Давайте же откроем ее и познакомимся с ним поближе, но перед этим прояви немного активности. Поставь лайк, подпишись на канал, если еще до сих пор не подписан. Ребят, кто пользовался фирмой Техно, напишите в комментариях, как вам телефоны данной фирмы. Я буду благодарен, почитаю комментарии. Спасибо. Ну а теперь погнали. Заказывал я телефон на Алиэкспрессе. В районе 3-4 дней это все дело ко мне ехало. Отправляли со склада в Москве. Давайте, ладненько. Не буду я трындеть сильно. Ага. Видим. Так, здесь у нас больше ничего нет. Так, матрас. Вот он, красавец. Техно. Так, все, в матрасе больше у нас ничего нет. Убираем его. Вот она модель. Модель Техно Neo. NFC версия на 4128. Я вижу все у нас даже на русском. Povo Neo 2. Цвет Cry Blue, голубой. Да, я его заказывал голубой. Ну, вроде бы по характеристикам неплохо. Ну даже здесь видим, у нас все на русском. 18-ваттная зарядка быстрая, 7000 мАч аккумулятор. Экран на 6,82 дюймов, большой. 90 Гц. Ну, в общем, все прекрасно. Видим Техно Россия, то есть он у нас Ростест. Все замечательно. Коробочка вроде неплохо выглядит, так презентабельно. Открываем. Первый раз, ребята, у меня телефоны компании Техно. Здесь надо будет еще дополнительно пломба стоит у нас, да, я так понимаю. Здесь даже у нас сверху вынесен изготовитель Техно Mobile Limited. Так, Ривачум. Так, Москва, профсоюзная. Ну да, с Москвы отправляли. Это, конечно, открываем. Опа. Ага. Техно Povo. Аромат, ребят, сразу присутствует. Ощущаю. Такой китайский. Не особо приятный, но и не сильно раздражающий. Так, здесь, видим, у нас лицом встречает сам телефон. С цифрой 2, Povo Neo 2. Вынесены все характеристики. 6,82 размер экрана, Helio G85 процессор, мощный аккумулятор на 7000 мАч. Интересно, при 18-ваттной зарядке сколько будет заряжаться? Думаю, ой-ой-ой, сколько много. Ну ладно, все это дело проверим. Выпущу чуть позже полноценный тест. 90 Гц, какой-то Panther, игровой движок, странно. 128 гигабайт физической памяти и 4 плюс 3 гигабайта. Это у нас оперативная память. Что я могу сказать, ребят? Ну, так себе. Как вам, ребят? Дизайн, а? Напишите в комментариях. В целом. Пластиковая, понятное дело, рамка. Ну, ладненько, давайте мы пока его отставим в стороночку. Картонная проставочка. Она не вылазит, ну и бог с ней. Так, открываем. Здесь у нас... так у нас даже положили информацию сертификации продукции Техно. Povo 2, документ, номер ЕС, сделано в Китае. Срок службы 2 года. Прикольно. Ну, странно, почему, конечно, вот такие бумажечки. Ну ладно, пусть будет, как говорится. Далее нас встречает наклеечка Техно 12+1. Это у нас гарантия. Понимаю, 13 месяцев дополнительно, 1 месяц гарантии. Ладненько, это все здорово. Так, руководство пользователя на русском языке, ребят. Зачет. Это хорошо. Можете почитать, кому интересно. Далее нас встречает чехол. Да ладно, не говорите, что вы еще и стекло положили. Они нам даже еще и пленку положили защитную. Видим. Неплохо. Жаль, что не стекло, конечно, но пленка тоже нормально. А что сами-то не наклеили? Странно. Может быть, она уже есть, посмотрим чуть позже. Далее у нас идет чехол. Чехол вполне стандартный, обычный, заглушки нет. Жалко, что, конечно, прозрачный. Пожелтеет со временем. Далее у нас идет зарядка. Зарядка евро, как видим. 18-ваттная зарядка. Ну и шнур USB Type-C.
принципе, стандартный. Скрепочка. И здесь такой пенопластик. Давайте приступать к самому интересному. К самому телефону. Здесь видим у нас пленочки всякие. Здесь, да, пленочка транспортировочная. Давайте мы ее отклеим. Вот, теперь другое дело. Блин, ну, конечно, единственное, что он будет такой марки. Вот. Видим, отпечатки уже остаются. Зеркальная такая поверхность глянцевая. Технопола надпись. И глянец. Но не могли бы просто сделать матовый, что ли? Ё-моё. Ну ладно. Так. И экран. Ну да. Не наклеили, ребят, нам они пленочку с завода. То есть придется самим мучиться. Придется самим мучиться. Но это минус. Это минус вам, ребят. В карму могли бы уже наклеить у себя на заводе. Ну ё-моё. Серьезно. Вот эти вот потом мучения с проклейкой. Давайте пробовать включать его. Есть, завибрировал. Техно. Android. Power by Android. Русский. Давайте поднастроим его. Ставьте сим-карту, пока мы ее не будем вставлять, пропускаем. Так, условия использования, программы лояльности, это все понятно, я соглашаюсь. Далее. Первый раз у меня телефон техно на моем канале, поэтому как раз и обозрим, что это за зверь и с чем его едят. Ну, вижу сразу же такой вот гигантский подбородок. Так, ладно, пропускаем, пропустить. Видим сразу, Google все поддерживает сервисы. Для кого-то это очень важно. Поэтому здесь все с этим в порядке. Так, войти техно ID пропускаем. Давайте отпечаток пальцев сразу же и проверим. Так, пароль. Вибрация быстро срабатывает и довольно-таки приятная. Не раздражающая. Сейчас проверим, как он будет отрабатывать. Возьмем по лицу мы пока. Хотя давайте сразу же и сделаем. Попробуем. По лицу. Угу. Готово. Клонирование телефона пропускаем. HiOS. Вас приветствует HiOS. Давайте проверим, как у нас работает отпечаток. Не молниеносно, конечно. Ну, вроде безошибочно. С таким мини-запозданием. Но работает. В чехольчике сидит. Интересно. Конечно, у нас не маленький. Ну, вот так, ребят, видим. Да, мягко говоря, не маленький. Техно. Как вам, ребята? Ставьте лайк, кому понравился. Давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления. С правой стороны у нас разместились 3 кнопки: увеличение и уменьшение громкости, кнопка включения, она же сканер отпечатка пальцев. На нижней грани у нас разместился решетка динамика, порт для зарядки USB Type-C, микрофон и 3,5 мм джек. Левая грань у нас практически вся свободна, за исключением лотка. Лоток давайте сразу же откроем, проверим. Смотрим у нас здесь. Ну да, полноценный лоток. Можно разместить одну флеш-карту и 2 сим-карты. Видим, у нас красная проставочка, якобы намекающая, что у нас здесь пыль и влагозащита. Но не знаю, есть ли она у нас на самом деле или нет. Проверять, конечно, мы не будем. Так, окей. Здесь посмотрели. Есть. Так, значит, с левой стороны у нас лоток разместился. Сверху у нас никакого инфракрасного порта, ничего нет. На лицевую часть вынесена решетка динамика и отверстие под камеру. Пленочки у нас нет. Поленились. Вернее, пленочка есть у нас, но они ее не наклеили. Эх, ребятушки. Пожурю я вас за это. Все-таки надо заботиться о своих клиентах и клеить, тем более, если вы положили уже в комплекте. На лицевой грани у нас больше ничего нет, на тыльной стороне у нас, как видим, все уже заляпалось. В усмерть надо все это дело протирать. Я бы сюда им посоветовал производителям ложить тряпочку в комплекте. Ну, смотрите, ужасное состояние, просто отвратительнейшее. На тыльной стороне у нас разместилась камера. Здесь у нас затычка, как будто 3-я камера. 2 камеры, чуть позже вернемся к ней. Вспышечка
и имитация третий. Очень странно. Ну и надпись Техно Поло внизу. Как вам, ребят, дизайн? Давайте пробежим по габаритам. Высоту у нас составляет 170 мм, в ширину 77 мм, толщина при этом всего 9,63 мм. Вес устройства у нас 230 грамм. Учитывая, что у нас здесь аккумулятор на 7000 мАч, вполне себе компактное устройство. Материал корпуса у нас пластик, как рамка, так и весь сам полностью. То есть тыльная сторона у нас защищена защитным стеклом, а вся тыльная часть у нас пластик. Обычный, простой глянцевый пластик. Давайте поговорим о экране. Экран у нас IPS на 6,82 дюйма с соотношением сторон 2,271 к 1. Разрешение у нас составляет 1640 на 720 пикселей. Плотность у нас 263 ppi. Площадь экрана по соотношению корпуса составляет 83,5%. Видим, ребят, у нас вот такой подбородочек присутствует. К особенностям экрана можно отнести повышенную герцовку. Она у нас на 90 Гц. Экран вполне себе неплохой. Запаса яркости, конечно, будет вам не хватать на ярком солнце. Это болячка всех бюджетных смартфонов. Но дома использовать вполне себе комфортно. Давайте поговорим о процессоре. Процессор у нас здесь стоит от MediaTek, а именно Helio G85. Это у нас 12-нанометровый 8-ядерный процессор, который трудится у нас в связке с графическим процессором Mali G52. Оперативной памяти у нас стоит 4 гигабайта. Также есть возможность расширить ее до 6 гигабайт посредством увеличения виртуальной памяти за счет выделения дополнительной памяти из резервов. Конечно, это такое себе объединение RAM и ROM. Все это выглядит очень красиво и классно на словах, но по факту это очередная маркетинговая уловка. Но в принципе в тесте более подробно проверим это, сколько он будет убивать. Постоянной памяти у нас 128 гигабайт. Также можно расширить ее картой памяти до 1 терабайта. В этом проблем нет. Давайте же посмотрим, сколько у нас данное устройство выбивает сыновья, так сказать. Я сейчас установлю бенчмарк и мы проверим. 210 тысяч попугаев, ребят. Почти 211 тысяч. По некоторым другим тестам он даже набирает 224 тысяч попугаев. Вполне себе хороший результат для такого бюджета. При этом в тесте он нагрелся всего до 34 градусов, видим. Более подробно расскажу про процессор уже в полноценном обзоре. Камеры у нас здесь две. Основной модуль сейчас выполнен вот в таком вот треугольнике. Ну, дизайн на любителя, конечно, вполне себе самобытно. Такого еще не было. Здесь у нас стоит два модуля. Один у нас на 16 мегапикселей. Главный со светосилы 1.8. Второй AI камера на 2 мегапикселя. Максимально может видео снимать в 1080-30 кадров в секунду. Давайте сейчас проверим. Так, видео. Заявлен автофокус. Все это дело, конечно, будем тестировать более подробно. Селфи-камера у нас на 2 мегапикселя с апертурой 2.0. Особенностью является двойная LED-вспышка. Вот вспышечка, видите? Видео у нас пишет тоже в 1080. Давайте попробуем. Все проверим уже более в подробном тесте. Посмотрим. Да, максимально. Даже может 2К писать? Да ладно. Смотрите, ребят, может 2К даже писать. Очень странно. Нормально. Селфи-камера, ребят, 2К. Представьте. Круто, круто. 2К 30 кадров в секунду, значит, получается. Давайте посмотрим, что у нас на выходе. Нормально. Селфи-камера, ребят, 2К. Представьте. Круто. Отлично. Неплохо. А давайте посмотрим теперь. Основная камера у нас способна. Это просто даже интересно. Да, 2К. Ну, вроде, ребят, я вижу, и отрабатывает автофокус. Да. Прекрасно вроде. Ну, неплохо, неплохо. Ладно. Будем все это дело подробно тестировать. В общем, функционал огромнейший. Здесь вам и супер ночной режим, портретный режим, красота, и камера, видео, короткие видео. В общем, есть где разгуляться. Более подробно расскажу в обзоре. Хотел бы еще акцентировать внимание на звук. В телефоне за 10 тысяч рублей стерео, ребят, сверху и снизу. Да. Правда, конечно, оно не полноценное. Здесь у нас получается чуть-чуть громче нижний динамик играет, чем верхний. Но оно действительно стерео и там играет. Давайте я вам покажу. Во-первых, он громкий очень. Во-первых, он очень громкий. Вы точно звонок не пропустите. Ну и плюс стерео, ребят, и сверху и снизу играет. Смотрите, громкость.
Лайкос, ребят, лайкос. Ну, блин, вот это топчик на самом деле, молодцы. Аккумулятор у нас на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Кстати, она у нас идет в комплекте. Думаю, заряжаться, конечно, он будет больше 2 часов. Все это дело проверим. С учетом небольшого разрешения экрана, такой огромной мощности аккумулятора, думаю, 3-4 дня телефон проживет легко. Осталось пробежаться по коммуникациям. Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, поддержка всех актуальных бендов в нашей стране, ну и, конечно же, модуль NFC из коробки. И это я замечу в телефоне до 10 тысяч рублей. Более подробно о нем расскажу в полноценном обзоре чуть позже. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. В итоге первое впечатление смартфон оставил положительное. К сильным сторонам можно отнести наличие стерео, неплохой производительный процессор, как для бюджетного сегмента, большой аккумулятор на 7000 мАч, как следствие, огромное время работы от одного заряда, ну и наличие модуля NFC. К слабым сторонам отнесу глянцевый марки пластик. Видите, ребят, все это дело заляпывается очень и очень сильно. Ну и так, скорее придирка моя лично, но мне это очень не понравилось. Это отсутствие пленки у нас с завода. Хотя по идее они ее в комплект нам положили, но наклеить не наклеили. Это показывает отношение производителя к покупателю. Вот эта вот мелочь, наклейте, будет приятно. А так, в целом, смартфон приятно удивил. Пишите, что вы думаете о технике техно и стоит ли рассматривать их смартфоны к приобретению. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, залетайте на Zen, Rutube, там видео выходит намного чаще. Подписывайтесь на мой канал скидок в Телеграме, там я периодически пощу горячие скидки и купоны на Алиэкспресс. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.